Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Фиалкин уголок, и пообщаемся сегодня с вами на тему тепличек. Небольшой обзор, кто спрашивал в комментариях, какими я пользуюсь тепличками, ну и заодно расскажу, зачем они вообще нужны и насколько они помогают и упрощают выращивание фиалок. Смотрите, можно купить такие вот готовые контейнеры в магазине. Он так и называется: парник для рассады. Вот таких вот они, небольших у меня, средних размеров. В них помещается от 10 до 15 стаканчиков у меня. Если 50-граммовые стаканчики, то вместится больше их в тепличку. Если 100-граммовые стаканчики использовать, то вместится их меньше. Даже между 100-граммовыми стаканчиками есть разница. Так как мне написали в комментариях, что вот в такую тепличку вмещается у кого-то 15, а то и больше стаканчиков. Но ведь между стаканчиками тоже есть разница. Вот 2 стакана, они 100-граммовые. Но с левой стороны вот стаканчик, он повыше и пошире. Поэтому вот в таких стаканчиках, если укоренять листики, их вместится в меньшем количестве в тепличку. Вот, поэтому стараюсь максимально использовать все место, все пространство в тепличке, чтобы поместилось как можно больше, укоренилось листиков. И также использую такие вот коробки из-под тортов. Очень бюджетно. Время от времени у всех у нас появляются такие вот коробки, да? Поэтому почему бы их не приспособить для теплички? Отличный вариант. Удобно мне в них выращивать и листики. Можно поставить на укоренение и детки на доращивание. Все отлично сюда вмещается, приживается и растет. Для чего вообще нужны теплички, когда они могут пригодиться? Теплички — это нужная вещь, я бы сказала, номер один для фиалок. Без них никуда. Во-первых, в ней можно адаптировать привявшие листики, проблемные листики, у которых теряется тургор, которые долго не хотят укореняться. Мы их ставим в тепличку, и они быстро адаптируются, восстанавливают тургор, то есть становятся упругими, да, и быстрее укореняются. Также для деток это просто спасение. Для маленьких хиленьких деток, которых нужно дорастить, выходить, тепличка — это просто спасение. Спасение от того же сквозняка, от пониженной температуры, от сухого воздуха. В тепличке быстрее нарастает корневая, также проще следить за поливом. Процесс приживания, можно сказать, 99%. Также вот кто спрашивал, когда можно доставать листик с деткой из теплички. Вот показываю наглядный пример. Вот такой вот, смотрите, листик с такими вот детками уже можно, в принципе, доставать из парника. А вот такой листик еще рановато доставать. Детка еще маленькая, ей еще нужно подрасти, окрепнуть, поэтому такой листик еще будет стоять в тепличке. Его доставать еще рано. Вот наглядный пример, кто спрашивал. Также некоторые делают отверстия в тепличке, в самой крышке, либо сверху, либо где-то сбоку. Я ничего такого не делаю, никаких отверстий. Теплички тоже не проветриваю. Все плотно у меня закрывается. Ну, не то, что плотно, вот как ляжет, так и ляжет крышка под своим весом. Ничего не проветриваю. Вот так может скапливаться конденсат, в этом абсолютно нет ничего страшного. Максимум где-то за неделю, когда я достаю листики, я могу иногда прираскрыть вот так вот крышку, как бы поставить ее на бок, и уже есть минимальный доступ воздуха.
Ну, не всегда я это делаю, иногда забываю. Вот, и просто сразу достаю листики из теплички. Кстати, здесь у меня вот укореняется такой лист пестролистный от сорта Geyser of Color. Стоит на укоренение. А так я теплички не проветриваю. Может скопиться, как я уже сказала, такой вот конденсат образуется на самой крышке. Ничего страшного в этом нет. С помощью этой влаги листики можно долго не поливать. Оптимальные условия для прорастания деток. Из-за чего вообще появляется эта влажность. Крышка плотно закрыта, происходит испарение, и получается вода испаряется, поднимается вверх в виде пара, превращается в капельки воды и обратно опускается, стекает по крышечке вниз. И получается, листикам хватает этой влаги, и долго их можно не поливать. Сейчас покажу еще поближе. Вот смотрите, на листиках можно заметить даже капельки этой воды. Вот. В этом нет абсолютно ничего страшного. Листикам все нравится, отлично укореняются, стоят как солдатики. Вот можно заметить, корни прорастают сверху торфа. То есть все отлично. Если вы выращиваете на подоконнике, стоят у вас теплички с листиками или с детками, то здесь нужно следить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на тепличку, иначе листики просто сварятся. Здесь стоит влажность, и если попадет солнце, листики просто пропадут. Поэтому очень внимательно за этим следите. Я не заглядываю в теплички где-то 2-3 недели, полила их и несколько недель не заглядываю. Вот настолько хватает им этой влажности. На стеллаже они стоят у меня вот так вот в ряд. Если на подоконнике выращивать, тоже у меня стоит несколько тепличек на окошке, то можно их поставить друг на друга. Вот такие вот коробки на окне я ставлю друг на друга, и с окна проходит свет, и получается листикам хватает этого освещения естественного с окошка. И для экономии места отличный вариант, если ставить их друг на друга. Ну а на стеллаже только вот так и ставлю в ряд, чтобы больше света проходило и листики быстрее укоренялись. Вот такой вот небольшой обзор тепличек. Давайте в конце подведем плюсы выращивания в тепличке. Во-первых, температура в тепличке не так ощущается. Если немножко температура снижается, то листики, детки в тепличке этого так не ощущают. Также детки быстрее адаптируются. Влажность в тепличке выше, поэтому можно не беспокоиться о пересушке грунта. Вот. Поэтому вот этот конденсат я даже не вытираю, не убираю. Листики у меня не пропадают, не загнивают. Все отлично. Ну и также в тепличке не страшны никакие сквозняки. То есть листикам, деткам максимально комфортно в таких условиях. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Будем их разбирать. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И до новых встреч!
Всем пока!